Манчестер Сити вырвал победу в концовке 1/16 Кубка Англии. Переигровка Челси. Юрген Клопп покинет пост главного тренера Ливерпуля. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Руководство Барселоны приняло решение по будущему испанского специалиста Хави на посту главного тренера каталонской команды. Как сообщает Спорт, в Барсе не станут увольнять Хави в ближайшее время. Тренер отработает с командой как минимум до конца сезона 23-24. На данный момент команда продолжает участие в двух турнирах – Чемпионат Испании и Лига Чемпионов. Кроме того, испанский журналист назвал Тиаго Мотту фаворитом на пост тренера Барсы. Ситуацию вокруг тренера Барселоны оценил директор программы Эль Ларгера на Кадена Сер Ману Кареньо. Если в конце концов случится какой-то катаклизм и Хави уйдет до конца сезона, что на сегодняшний день кажется маловероятным, рядом есть Рафа Маркес. Если же Хави доработает до конца сезона, кажется, один из доверенных людей Жоана Лапорты положил глаз на Тиаго Мотту. Его ставят даже выше Маркеса, сказал Кареньо. Кроме того, Ману отметил, что Хави уйдет, если не будет трофеев, как это случилось бы в любой большой команде. Сам Тиаго Мотта с сентября 2022 года работает в Болонье, которая сейчас идет на 7-м месте в серии А и на 1 очко отстает от зоны Еврокубков. Маркес же с июля 22 тренирует Барселону Б. Агент итальянского нападающего Адана Демирспор Марио Балотелли Энцо Райола поделился информацией о работе над возвращением игрока в Италию. Цель вернуться в Италию действительно есть. Посмотрим, что произойдет. Сейчас можно сказать, что положительные сдвиги в данном деле уже наблюдаются, приводят слова Райолы Sport Mediaset. Марио не выступал в Италии с момента ухода из Монцы в 2021 году. Контракт нападающего с Аданой истекает по окончании текущего сезона. В нынешнем сезоне турецкой суперлиги итальянец принял участие в 5 матчах и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Трансфермаркт – 1 миллион евро. Немецкий Лейпциг проявляет заинтересованность в том, чтобы взять в аренду 23-летнего полузащитника Арсенала Эмиля Смит-Роу. Об этом сообщает The Sun. По их информации, в немецком клубе считают, что Смит-Роу поможет улучшить командную игру быков и попасть им в Лигу Чемпионов. При этом главный тренер канониров Микель Артета сомневается в целесообразности перехода англичанина в Лейпциг. Контракт защитника Баварии Эрика Дайера с мюнхенским клубом будет автоматически продлен до 2025 года, если англичанин выйдет в стартовом составе в определенном количестве матчей, сообщает Bayern Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька. По информации источника, предположительно речь идет про 3-5 матчей. Дайер уже дебютировал за немецкий клуб в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги против Униона. Дайер выступает за немецкую команду на правах 6-месячной аренды. Саудовцы хотят подписать Иско, который сейчас играет за Бетис. С полузащитником связались представители Саудовской лиги, чтобы попытаться убедить его присоединиться к одной из местных команд, пишет L'Équipe. Бетису также сообщили об интересе. Первые переговоры с игроком уже состоялись. АС подтверждает эти сведения и пишет, что саудовцы сделали Иско многомиллионное предложение. Они хотят, чтобы он присоединился к одному из 4 местных топ-клубов – Аль-Насру, Аль-Ахли, Аль-Хилялю или Аль-Итихаду. Недавно Иско продлил контракт с Бетисом на 3,5 сезона. Теперь он рассчитан до июня 2027 года. По нему выросла как зарплата игрока, так и его отступные. Теперь они составляют 20 миллионов евро. Манчестер Юнайтед из-за проблем с финансовым фейерплей никого не подпишет этой зимой. Трансферные планы МЮ на зимнее трансферное окно не изменяются даже после того, как Антони Марсиаль выбыл на 10 недель. Клуб не планирует кого-либо подписывать. На данном этапе исключены даже аренды, так как возможные траты Юнайтед серьезно ограничены финансовыми правилами АПЛ. В клубе считают, что возможное долгосрочное наказание за их нарушение не стоит того, чтобы подписывать форварда на краткосрочную перспективу, пишет The Athletic. Эрик Тен Хаг считает, что атакующий потенциал команды усилится после того, как в форму наберут Мейсон Маунт,
Амад Диалло и Казимира. Летом клуб займется поиском нового центрального нападающего. Тен Хагу нравится лучший бомбардир Аякса Брайан Броби. Кроме того, МЮ следит за Айвеном Тоуни из Брентфорда, который недавно вернулся в футбол после отстранения. Манчестер Сити отдал Калвина Филлипса в аренду Вест Хэму. Клубы сообщили, что срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона. По данным The Athletic, Вест Хэм возьмет на себя всю зарплату Калвина и заплатит Ман Сити за аренду. Право выкупа в соглашении не предусмотрено. Немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Ливерпуля по окончании нынешнего сезона. Я понимаю, что для многих это шок в тот момент, когда вы слышите это впервые, но очевидно, я могу это объяснить, или по крайней мере попытаться объяснить. Я люблю абсолютно все в этом клубе. Я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиков. Я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но то, что я все равно принимаю это решение, говорит о том, что я убежден, что это именно то решение, которое я должен принять. Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем. Конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придется об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова и снова. После тех лет, которые мы провели вместе, после всего того времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы прошли вместе, уважение к тебе выросло, любовь к тебе выросла, и самое меньшее, что я должен тебе сделать, это сказать правду, и это правда. Приводит слова Клоппа пресс-служба клуба на официальном сайте. Юрген возглавил Ливерпуль 8 октября 2015 года. За это время специалист выиграл с красными 10 трофеев. Команда при Клоппе побеждала в Лиге Чемпионов, Чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и Клубном Чемпионате мира. И еще по информации издания «Спорт», каталонская Барселона заинтересована в приглашении Клоппа на должность главного тренера команды. По их сведениям, президент Барсы Жуан Лапорта мечтает о подписании Клоппа. Вчера на Стэмфорд-Бридж прошел матч 1/16 финала Кубка Англии между Челси и Астон Виллой. Игра завершилась ничейным результатом. Команды не смогли поразить ворота друг друга 0-0. Таким образом, Челси и Астон Вилла не сумели определить сильнейшего в противостоянии по итогам первого матча. Им будет назначена переигровка, дата которой будет известна позже. Этой ночью состоялся матч 1/16 Кубка Англии между Тоттенхэмом и Манчестер Сити. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Манчестер Сити одержал победу с минимальным счетом 1-0. Победный гол на счету защитника Сити Натана Аке, который отличился после розыгрыша углового на 88-й минуте.